Всем привет! В нескольких комментариях уже не раз я вижу, что меня просят приготовить хлебушек, который видели в каком-то из видео моих. И сегодня я исполняю вашу просьбу. Давайте печь хлеб. В чашу миксера налила 700 мл воды, добавляю столовую ложку соли и добавляю закваску, которую заранее подкормила. Она поднялась. Теперь она плывет по поверхности воды, не тонет. Значит, она готовая. Все это слегка размешиваю. Сейчас обнулю потом весы, чтобы было легче видеть вес, удобнее, не путаться. Добавляю 100 грамм цельнозерновой муки. Сюда же отправляю 950 грамм белой пшеничной муки высшего сорта. Ну, вы смотрите по своей муке. Мука вся разная. Смотрите по консистенции теста. Даже одну и ту же муку я всегда беру, а тесто получается разное. Когда-то чуть меньше уходит, когда-то чуть больше. Я слегка перемешиваю все это. Можно замесить тесто руками, но я отправлю миксер, пусть сделает эту сложную работу, долгую. У него это быстро и хорошо получается. Вот буквально 5 минут наше тесто готово. Освобождаю его, вернее освобождаю венчики от теста. Видите, оно какой консистенции? И пока еще оно даже вот такое рыхловатое, как будто бы не собранное, как будто бы вот разделяется слегка на какие-то мелкие фракции. Но это нормально, оно тесто целое, просто вот само по себе так кажется, что оно вот такое. Вот посмотрите. Видите, оно еще и липкое. Но главное, что все хорошо перемешалось. Вот так. Все, оставляю его в покое, накрываю шапочкой на полчаса. Прошло полчаса, делаем первую растяжку. Я вот так по кругу его вытягиваю и складываю, пока оно это позволяет. Не надо тесто рвать, вот так просто тянете и складываете. Все, достаточно. Накрываю шапочкой, опять оставляю еще на полчаса. Еще полчаса прошло, опять складываю. Вы, наверное, тоже замечаете, что тесто становится другой структуры. Даже вот невооруженным глазом видно, что оно становится совсем другое. Складываю, накрываю и так 4 раза. Теперь смачиваю стол водой, сбрызгиваю и буду выкладывать свое тесто, которое 4 раза я сложила, по полчаса оставила. И вот теперь выкладываю на стол. Делю тесто на 2 части. Ну, я делаю 2 буханки с этого количества. Можно сделать поменьше, побольше, вернее, буханок, поменьше размером, как вам удобно. И теперь делаю колобочки с нашего теста. Тесто липкое, смачиваем руки водой. Никакого масла, ничего не надо, просто водой. Вот один колобочек готов. И второй формируем. Не забываем руки смачивать водичкой и собирать колобочек второй. Тесто очень приятное, прям как будто бы дышит в руках, прям чувствуется. Вот такой колобочек. Первый тоже слегка подправлю сейчас. Можно вот смочить водой поверхность, чтобы не высыхал, пока лежит. И вот видите, на глазах появляются пузырьки, дышит наше тесто. Сейчас второй подправлю слегка.
посильнее его тоже закручу, натяну поверхность его посильнее. И пусть отдыхает еще полчаса. Оба колобка. Тоже смочу. И вот опять оно тоже начинает покрываться пузырьками. Ой, театр теней сегодня прям. Прошло полчаса, беру форму, выстилаю ее полотенцем. У меня для хлеба отдельные полотенца, только для него я их использую. Поэтому выстилаю. А вторая форма у меня вот такая. Первая кирпичиком, вторая вот бамбуковая. Я ее посыпаю смесью муки рисовой и белой. И мешочек холщовый, или как он, не кладу его в него. Я им накрываю. Мне нравится, когда на хлебе полосочки вот от этой формы. Этот хлеб я украшу семечками. Поверхность его. У меня тут смесь семян, подсолнуха, тыквы и кунжута. Белого и черного. В принципе, вот какие нравятся вам семечки. Хоть семена чиа, хоть что. Можете их положить. Но семена чиа будут как мак, наверное, сверху. Теперь начинаем формировать наш хлебушек. Посыпала стол мукой, тоже смесью рисовой и пшеничной. И вот так растягиваю и складываю конвертиком. Вот так. Я вот так собираю его. Мне так удобно, не знаю, кому как. Мне удобнее вот так, как удобно. И вот так его слегка натягиваю тоже. Все кладу в форму. Можно прищепить вот эти, которые открылись края, или серединка, которая вышла. Видите, какое оно живое, прям в руках играет, вернее, под пальцами. Слегка присыплю мукой. Так, семечко выпрыгнула. Ну, вот так наш красивый будущий хлебушек уже готов. Вот эти пузырьки, которые образуются, такие, сразу убираю здесь, чтобы потом они не были пустыми пузырями в готовом хлебе. И второй хлебушек в круглую форму я сложу чуть-чуть по-другому. Вот так. Складывать, я думаю, можно так, как вам нравится. Главное натянуть поверхность, вот эту нижнюю, которая у нас остается внизу, с лицом к столу, получается. Надо, чтобы она натянулась, чтобы потом хлебушек хорошо поднялся. Вот так все защипнула и убираю в форму. Присыплю сверху тоже чуть-чуть мукой, чтобы не прилипло к ткани. Теперь пеленаем наш хлебушек. Вот так. Накрываем все полотенцем, заворачиваем. И убираем в холодильник на 8-12 часов. Пускай наш хлебушек там ферментируется. Все вредные вещества с белой муки удаляются.
А мы подождем до завтра. Конечно же, опять накрываю шапочкой. В холодильнике должно быть холодно, холодная температура. Утром в духовку ставлю чугунную кастрюлю и разогреваю духовку на 250 градусов. У меня это самая большая температура. И я ее разогреваю, вот на самый большой ход ставлю. 250 градусов на час. Тесто достала из холодильника и выкладываю на пергамент. Вот видите, какие полосочки остались. Такой хорошенький у нас хлебушек будет. Рисовать сегодня ничего не буду, просто порежу и просто покажу вам, как я делаю хлеб, без рисунков, без ничего, просто технологию, технику. Разрезаю поглубже, чтобы он хорошо раскрылся, и краешки дорезаю. Я просто лезвием. Разогретую кастрюлю достаю из духовки и в нее кладу наш хлебушек. Она у меня не грязная, не подумайте, просто я постоянно в ней пеку хлеб, и она вот уже испортилась. Ничем она не смывается, ничего, вот такая кастрюля стала. Хотя вроде бы хлеб не должен, вот так. Отправляю в духовку и буду под закрытой крышкой печь полчаса. Через полчаса открываю крышку. Посмотрите, какой красавец там у нас. Оставляю его допекаться еще минут 20. Прошло 20 минут. Хлебушек наш зарумянился, испекся. Все, достаем его из духовки. Он готов. Посмотрите, какой красавец. И пахнет как. И теперь вторым хлебушком займемся. Выложу его на тот же пергамент. Просто разрежу посередине. Разрезать буду опять поглубже для лучшего раскрытия. Вот так. Все, и отправляю опять в кастрюлю. Аккуратненько, не обжигая руки. И в духовку. Опять на полчаса. Прошло полчаса. Что у нас тут? Второй красавец поднялся. Теперь будем допекать еще тоже минут 20. Ну что, наш полезный хлебушек на закваске готов. Мы его приготовили, испекли вместе с вами. Как вы увидели, ничего сложного, нужно только терпение и хорошее настроение. От этого тоже очень много зависит. Если у вас не будет настроения, ваш хлебушек не получится. Это учтите. Ну что, вам порезать его, показать? Слышите, да, как хрустит? Красота. Этот еще горячий, этот чуть подостыл. Порежу и покажу вам в очередной раз, какой он внутри. Вот снизу тоже покажу. Весь пропекшийся, весь такой. Слышите? Ой. Сейчас бы моя мама сказала, жалко резать такой хлеб. Та-дам! Вот такой красивый хлебушек, очень вкусный. Ему даже ничего не надо больше. Вот можно просто так сидеть и наслаждаться, кушая по кусочку этот хлеб. Я люблю очень, пока вот он горячий, кусочек масла сливочного сверху. И нет ничего вкуснее. Даже сыр не нужен. Ну а я с вами на сегодня хочу попрощаться.
сказать вам всем спасибо большое за подписку, за лайки, за добрые комментарии. Желаю вам мирного неба над головой, здоровья и всего самого наилучшего. Будьте счастливы. Пока-пока.